Глава 1996. Талисман небесной алебарды. Клон священного предка, который правит дьявольской армией снаружи, никогда не проявлял себя, поэтому мы мало знаем о его силах и способностях. Однако, согласно информации, которую нам удалось собрать, он должен быть не более могущественным, чем клон, который вас преследовал. Эти два клона происходят от этого священного предка Сюэгуана, поэтому, даже если между их способностями есть некоторые различия, все они должны быть в чем-то связаны. Столкнувшись уже с клоном священного предка Сюэгуана, вам должно быть легче столкнуться с этим клоном, чем с клонами других священных предков, сказал пожилой мужчина в белом. А вы собираетесь заставить меня встретиться с этим клоном священного предка, брат Гау? Спокойно спросил Ханьли, по-видимому, не удивившись такому раскладу. Действительно, уважаемый Даос Хань. При нормальных обстоятельствах я определенно не просил бы вас идти на такой огромный риск, но дьявольская армия снаружи чрезвычайно сильна, и количество дьявольских лордов в одной только армии почти вдвое превышает количество старейшин в городе. Другие старейшины и я ломали голову, пытаясь придумать стратегию, но клон священного предка будет более мощным, чем даже средний культиватор с поздней интеграцией тела. Очень сложно найти способ противостоять ему. Если бы он прорвался через слабое место в обороне города и позволил дьявольской армии ворваться в город, мы оказались бы в ужасной ситуации, ответил пожилой мужчина в белом. Хань Ли на мгновение замолчал, прежде чем внезапно спросить. Как группа старейшин первоначально планировала бороться с этим клоном священного предка? Не говорите мне, что у вас вообще не было планов. Какие планы у нас могли быть, кроме как полагаться на наше численное превосходство и наши ограничения? Наш первоначальный план состоял в том, что, как только начнется битва, мы пошлем кого-нибудь, чтобы заманить клона в заранее подготовленный строй, а затем поймать его в ловушку в этом строе. Мы не сможем убить его таким образом, но, по крайней мере, мы сможем какое-то время удерживать его вне боя. К сожалению, план звучит просто, но на самом деле это очень сложно выполнить, поэтому шансы на успех не очень высоки, объяснил буддийский монах Цзинь Юэ. Действительно. Все клоны священных предков чрезвычайно хитры. Заманить одного в формацию, безусловно, будет непростой задачей, торжественно кивнул Хань Ли. Правильно. Уважаемый Даос Джин и я планировали попросить вас заманить клона священного предка в формацию, но с вашей прошлой базой совершенствования этот план был слишком рискованным для вас, поэтому мы не предлагали его вам. Однако, теперь, когда вы продвинулись к поздней стадии интеграции тела, нет необходимости в таких заботах. Мы не просим вас победить клона священного предка, брат Хань. Все, о чем мы просим, это чтобы вы занимали его после того, как начнется битва, чтобы он не смог атаковать ограничения города. Что касается дьявольской армии и дьявольских лордов, наша группа старейшин столкнется с ними. Здесь на карту поставлено выживание города. Поэтому, пожалуйста, не отказывайте нам, брат Хань, серьезно сказал пожилой мужчина в белом. Хань Ли на мгновение задумался, прежде чем ответить с улыбкой. Я согласился сделать все, что в моих силах, чтобы помочь городу отразить дьявольскую армию, и я, конечно, не собираюсь брать назад свои слова. Если все, что мне нужно сделать, удержать клона священного предка, то это должно быть в моих силах. Оставьте клон Сюэгуана мне. Пожилой мужчина в белом был в восторге, услышав это. Спасибо за то, что вы такой самоотверженный, брат Хань. Если мы сможем отразить дьявольскую армию, мы обязательно щедро вознаградим вас за ваши усилия. Все в порядке. Я просто делаю то, что от меня ожидают. Судьба всей человеческой расы зависит от этой битвы, поэтому я, естественно, выложусь по полной. Если это все, что нужно обсудить, то я прощаюсь. Я только недавно завершил свой прорыв, и мне все еще нужно укрепить свою базу совершенствования, сказал Хань Ли, вставая на ноги. Пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ были весьма удивлены этим, но у них не было причин больше задерживать Хань Ли, поэтому они вышли с ним из зала. После ухода Хань Ли улыбка буддийского монаха Цзинь Юэ исчезла, и он спросил. «Брат Гау, почему ты не попытался завербовать уважаемого Даоса Ханя, чтобы он присоединился к нашему городу? Только что была прекрасная возможность для этого. Как вы думаете, есть ли в этом какой-то смысл? У меня была какая-то надежда, но как только я сегодня увидел уважаемого Даоса Ханя, я понял, что он ни за что не согласится присоединиться к какой-либо силе. С его нынешними способностями, как вы думаете, он входит в число всех поздних культиваторов интеграции тела двух наших рас?» — спросил пожилой мужчина в белом. Услышав это, сердце буддийского монаха Цзинь Юэ дрогнуло, и только после того, как он долго обдумывал вопрос, он ответил. «Я встречал всех даосов поздней стадии интеграции тела из наших двух рас, но ни один из них не был непостижим для меня, как уважаемый Даос Хань. Вдобавок ко всему, он убил несколько дьявольских лордов на средней стадии интеграции тела и даже столкнулся с клоном священного предка.
Судя по всему этому, я бы предположил, что уважаемый Даос Хань уже самое могущественное существо среди двух наших рас, кроме старшего Мо и старшего О. Вот так. Силами уважаемого Даоса Ханя, почему ему нужно связывать себя с какой-либо силой без причины? Кроме того, что может предложить наш город глубокого неба, чтобы соблазнить кого-то столь же сильного? Я бы только рискнул оскорбить уважаемого Даоса Ханя, пытаясь завербовать его, чтобы он снова присоединился к нашему городу. Поэтому я, естественно, отказался от этого намерения, с кривой улыбкой сказал пожилой мужчина в белом. Это правда. Невероятно думать, что кто-то, кто был обычным стражем нашего города менее 2000 лет назад, с тех пор превзошел нас на пути следования великому Даа, слегка задумчиво вздохнул буддийский монах Цзинь Юэ. Хе-хе, жизнь всегда непредсказуема. Ладно, сейчас не время обсуждать что-то подобное, давайте продолжим с того места, на котором остановились раньше. Против низкосортных дьявольских зверей мы можем использовать сокровища, серьезно начал седовласый пожилой мужчина. Однако буддийский монах Цзинь Юэ тут же покачал головой в ответ. Эти сокровища — козырные карты, которые мы усовершенствовали, потратив огромные кропотливые усилия. Мы не можем использовать их против дьявольских зверей. Как только мы их разоблачим, дьявольская армия будет знать, чего ожидать, и наша сила будет сильно ограничена. Но там слишком много низкосортных дьявольских тварей, если мы не будем их использовать. Таким образом, они вдвоем начали обсуждать эту тему в зале. Хань Ли, естественно, совершенно не подозревал об этом и немедленно улетел обратно в свою обитель. Ему пришлось бы потратить довольно много времени, чтобы по-настоящему укрепить свою базу совершенствования на поздней стадии интеграции тела, поэтому, чем больше времени у него было бы на совершенствование до начала битвы, тем больше он смог бы укрепить свои силы. Кроме того, после достижения поздней стадии интеграции тела, он был близок к полному владению истинным дьявольским искусством происхождения, а также были некоторые мощные способности, которые он, наконец, смог высвободить. Однако, если он хотел использовать эти способности в бою, то ему пришлось бы потратить некоторое время, чтобы сначала ознакомиться с ними. Таким образом, он сразу же решил уйти после разговора с двумя старейшинами. Вернувшись в свою обитель, Хань Ли дал несколько инструкций Цзилин Цзы и остальным, прежде чем снова войти в свою секретную комнату. Он сел, скрестив ноги, на футон в центре потайной комнаты, но вместо того, чтобы погрузиться в медитативное состояние, он перевернул руку, чтобы извлечь пару белых нефритовых значков размером с большой палец, покрытых серебряными рунами. Это были не что иное, как две внешние страницы золотого нефритового тома, которые Хан Ли получил еще в человеческом мире. Одна из страниц содержала метод улучшения нескольких типов духовных талисманов, а другая содержала мантру очищения сотни меридианов. Страницы были неполными, но благодаря своим собственным исследованиям Хань Ли сумел усовершенствовать большинство талисманов. Теперь остался только талисман Небесной Алебарды, который ему еще предстояло усовершенствовать. Это был последний талисман, записанный на внешней странице, а также единственный оскорбительный талисман. Судя по всему, он был невероятно мощным, но, к сожалению, изучить этот талисман было в несколько раз сложнее, чем предыдущие. Если бы не тот факт, что Хань Ли встречался со многими мастерами талисманов иностранных рас и обменивался с ними множеством идей и опыта, для него было бы практически невозможно усовершенствовать этот талисман. Хань Ли уже давно овладел методом обработки, но необходимые материалы было довольно трудно найти, а также были поразительно высокие требования на уровень магической силы человека, очищающего такой талисман. Когда Хань Ли был на средней стадии интеграции тела, он не обладал достаточной магической силой, чтобы усовершенствовать этот талисман Небесной Алебарды, и это его очень расстраивало. Тем не менее, это имело смысл. Учитывая, насколько устрашающим выглядит описание этого талисмана, он, скорее всего, был довольно известным талисманом даже в истинном бессмертном царстве. Так что вполне нормально, что существам из низших миров, таким как он, будет чрезвычайно трудно усовершенствовать такой талисман. К счастью, он поручил собрать материалы своим ученикам, и им удалось собрать все материалы за последние несколько столетий. Теперь, когда он был на поздней стадии интеграции тела, он обладал достаточной магической силой, чтобы поддерживать усовершенствование этого талисмана, поэтому он планировал усовершенствовать его в течение этого периода уединения. Что касается мантры совершенствования сотни меридианов, заключенной на другой внешней странице, то это был метод очищения тела истинного бессмертного царства, который позволял человеку очищать свое физическое тело как сокровище. К сожалению, эта секретная техника предъявляла чрезвычайно высокие требования к физическому телу. Хань Ли едва смог освоить некоторые из секретных техник после того, как умело усовершенствовал гору чрезвычайной сущности и некоторые другие сокровища, чтобы они стали частью его тела. Однако эти навыки не были устойчивыми. Его нынешней базы совершенствования улучшений, принесенных в его тело этими сокровищами, больше не было достаточно, чтобы удовлетворить его. Таким образом, он планировал снова взять мантру очищения сотни меридианов и на этот раз по-настоящему культивировать ее.
С его нынешним телосложением он, естественно, сможет без проблем культивировать эту секретную технику. Глава 1997. Битва за город глубокого неба. Часть 1. Тем не менее, эта бессмертная секретная техника определенно займет очень много времени, чтобы ее успешно совершенствовать. И это не было чем-то, что принесло бы ему какую-либо пользу за короткое время, поэтому он не планировал начинать сразу же. Хань Ли вложил свой духовный смысл в две внешние страницы и некоторое время внимательно просматривал их содержимое, и, убедившись, что проблем нет, он убрал их, прежде чем медленно закрыть глаза. Он собирался привести себя в наилучшее состояние, прежде чем начнет совершенствовать этот талисман небесной алебарды. С этим талисманом в рукаве он должен быть в состоянии обеспечить самосохранение независимо от того, какие неудачи возникнут в предстоящей битве. Конечно, это было не единственное, на что Хань Ли собирался полагаться против этого клона Сюэгуана. С его нынешним огромным богатством духовного смысла он едва ли сможет контролировать всех своих неразвитых жуков-пожирателей золота в бою. Если бы он выпустил сразу несколько тысяч зрелых пурпурно-полосатых золотых жуков-пожирателей, они представляли бы существенную угрозу даже для клона Сюэгуана. Кроме того, он готовился немедленно практиковать способности, заключенные в истинных дьявольских искусствах происхождения, и все эти способности были чрезвычайно мощными. Вдобавок ко всему, ему помогали леопардовый зверь Кирин и пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели. Со всем этим в рукаве он должен быть в состоянии обеспечить самосохранение даже против настоящего тела священного предка, не говоря уже о простом клоне священного предка. Имея это в виду, Хань Ли постепенно расслабился и вошел в медитативное состояние. В потайной комнате наступила тишина, после которой резко раздалось тихое жужжание, сопровождавшееся случайным тихим гулом. Полмесяца спустя в тайной комнате раздался пронзительный звон, и золотой столб света поднялся к потолку секретной комнаты, а затем появился на вершине каменной пагоды прямо над Хань Ли. Золотой столб света был более 10 тысяч футов в высоту и толщиной с огромный резервуар для воды. Над столбом света парил гигантский шип в виде алебарды, который издавал удивительный звенящий звук. Кроме того, вокруг проекции алебарды танцевали тысячи мерцающих серебряных рун, создавая мистическое зрелище. В следующее мгновение резкий звенящий звук, исходящий из шипа алебарды, резко прекратился, и в то же время во всех направлениях прокатилась волна неописуемо ужасающих колебаний. Когда колебания пронеслись по воздуху, из ниоткуда начали появляться пятнышки золотого света. Эти пятнышки света были размером с рисовое зернышко, но их было слишком много, чтобы сосчитать, и они в бешенстве неслись к столбу света. Каждое пятнышко света излучало чрезвычайно чистую духовную ци металлического атрибута, и вся духовная ци металлического атрибута в радиусе десятков тысяч километров притягивалась к этому столбу света. Вдобавок ко всему, металлическая броня и сокровища, которые носили патрулирующие охранники и другие культиваторы в этом районе, также начали высвобождать свою металлическую духовную ци, и все они устремились к золотой колонне в виде пятнышек золотого света. Эти культиваторы, естественно, были очень поражены этим и сразу же попытались предотвратить утечку духовной ци из своих сокровищ, но, чтобы они ни пытались, их усилия оказались тщетными. Всего за несколько мгновений почти половина металлического атрибута духовной ци в их сокровищницах была потеряна, а исходящий от них свет значительно потускнел. Было совершенно ясно, что если так пойдет и дальше, эти сокровища скоро превратятся в бесполезные куски металла. Все ближайшие культиваторы окаменели, увидев это, но они могли только смотреть в беспомощности и отчаянии. Когда ситуация действительно вот-вот должна была выйти из-под контроля, проекция алебарды внезапно содрогнулась, и все колебания, которые она испускала, резко прекратились. Затем гигантский столб света исчез на месте, и в то же время была прервана утечка духовной ци металлического атрибута из сокровищ в окрестностях. Если бы не тот факт, что ауры этих сокровищ стали чрезвычайно слабыми, культиваторы в этом районе легко могли бы подумать, что они только что испытали галлюцинацию. Многие люди начали обмениваться растерянными взглядами друг с другом. Конечно, вскоре было установлено, что явление, которое только что произошло из жилища Хань Ли. Все, естественно, пришли к выводу, что Хань Ли перерабатывал определенное сокровище, которое требовало огромного притока духовной ци металлического атрибута, и они, конечно, не осмеливались требовать компенсацию от старшего на поздней стадии интеграции тела, поэтому они могли только оплакивать свое несчастье. Никто из старейшин города не был свидетелем этого явления, но вскоре после этого они получили известие об этом. Они были довольно удивлены, услышав об этом, но не придали этому особого значения и даже не послали никого узнать Хань Ли о том, что произошло. В этот момент дьявольская армия становилась все более и более активной, и всем культиваторам глубинного небесного города было совершенно очевидно, что битва неизбежна. При таких обстоятельствах высококлассные культиваторы в городе, естественно, не собирались интересоваться чем-то вроде этого. 2 месяца спустя Хань Ли сидел в своей секретной комнате, и его тело мерцало золотым светом.
Его глаза были плотно закрыты, а рука сложена на груди, между ними зажат золотой и серебряный талисман. Над его головой был выступ с 3 головами и 6 руками, который парил на небольшой высоте. 3 лица проекции были идентичны лицу Хань Ли, и каждая из них имела разное выражение. Над 6 протянутыми руками проекции парили 6 золотых сокровищ разных описаний, все из которых казались вещественными предметами с замысловатыми серебряными рунами, начертанными на них. Все эти сокровища высвобождали различные феномены, и было совершенно ясно, что они не только были чрезвычайно могущественными, но и обладали совершенно разными способностями. Внезапно выражение лица Хань Ли слегка дрогнуло, золотой и серебряный талисманы внезапно исчезли из его рук, когда он открыл глаза. Почти в тот же момент золотой выступ также исчез в его теле. Затем шар красного света выстрелил в секретную комнату, прежде чем приземлиться в руках Хань Ли. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он оценил шар красного света, а затем внезапно выпустил свое духовное чувство из секретной комнаты. Его огромное духовное чутье мгновенно пронеслось по всем уровням каменной пагоды, прежде чем остановилось в зале на верхнем этаже. Она пришла сюда лично. Дьявольская армия, должно быть, уже начала атаковать город. В противном случае она не нарушила бы мое уединение без уважительной причины, пробормотал Хань Ли, когда на его лице появилось серьезное выражение. Он махнул рукой, чтобы потушить шар красного света, затем поднялся на ноги и вылетел из потайной комнаты полосой лазурного света. На верхнем этаже каменной пагоды его ждала женщина в серебряном одеянии с озабоченным выражением лица. Цилин Цзы, Хай Юйтянь и Ледяной Феникс почтительно стояли рядом. Эта женщина была никем иным, как феей Серебряной Луной, и сейчас ее брови были нахмурены. «Уверяю вас, старшая, я уже отправил мастеру талисман голосовой передачи, так что он скоро должен быть здесь», — заверил Цилин Цзы. Фея Серебряная Луна кивнула в ответ. Дьявольская армия уже начала продвигаться к нашему городу Глубокого Неба, и полномасштабная битва неизбежна, поэтому было бы лучше, если бы брат Хань смог встретиться со старейшинами города как можно скорее. Вы трое также можете прийти с братом Ханем. Старейшины позаботятся о том, чтобы не отправить вас в бой слишком рано, так что у вас должно быть больше шансов на выживание, чем у среднего культиватора. Спасибо, старшая. Хай Юэтянь и Цилин Цзы немедленно выразили свою благодарность, и на лице Ледяного Феникса также появилось благодарное выражение. В этот момент в зале вспыхнул лазурный свет, и внезапно без всякого предупреждения появилась гуманоидная фигура. Неужели дьявольская армия начала свою атаку? Это не просто очередная атака, не так ли? Спокойно спросил Хань Ли, как только появился в комнате. Рада тебя видеть, брат Хань. Дьявольская армия действительно собирается начать атаку на город, и они задействовали всех своих дьявольских зверей и войска, так что это определенно не просто атака для прощупывания нашей обороны. Даже клон священного предка Сюэ Гуана, кажется, появился в дьявольской армии. Я вижу, что твои силы получили еще один значительный импульс в результате прорыва. Брат Хань, я даже не могу больше точно установить твою точную базу совершенствования, сказала фея Серебряная Луна с восторженным выражением лица. Поскольку ситуация настолько срочная, я немедленно встречусь с братом Гау и остальными. Вы все также можете пойти со мной, сказал Хань Ли с улыбкой, повернувшись к своим ученикам и Ледяному Фениксу. Все трое, естественно, согласились, и, таким образом, все они сразу же вместе покинули каменную пагоду и полетели в направлении, где располагалась дьявольская армия. После короткого полета вдалеке показалась гигантская городская стена города Глубокого Неба, а сразу за городской стеной был огромный дворец, напоминающий парящий в воздухе остров. Хань Ли и другие полетели к дворцу, прежде чем приземлиться на массивную платформу перед ним, и там уже собрались тысячи высококлассных культиваторов. В центре платформы находилась каменная пагода высотой более 1000 футов, на вершине которой стояло несколько человек. Они были никем иными, как членами Совета Старейшин. Глава 1998. Битва за город Глубокого Неба. Часть 2. Хань Ли, естественно, не собирался болтаться с обычными культиваторами, и он дал несколько инструкций своим ученикам и Ледяному Фениксу, прежде чем полететь к пагоде с феей Серебряной Луной. Пожилой мужчина в белом был в восторге, увидев Хань Ли, и сразу же указал на дьявольскую армию за пределами города, сказав: «Добро пожаловать, уважаемый Даос Хань. Взгляните туда. Это должен быть клон священного предка Сюэ Гуана». Хан Ли бросил взгляд в том же направлении, и в его глазах вспыхнул синий свет, что позволило ему увидеть дьявольскую армию с чрезвычайно высоким уровнем ясности, даже если она находилась в нескольких десятках километров от него. Среди бесчисленных дьявольских боевых ковчегов стояла гигантская пирамида, на вершине которой стояла группа чрезвычайно привлекательных дьявольских существ высокого уровня в малиновых доспехах.
Они собрались вокруг гигантской повозки, запряженной несколькими дьявольскими зверями, у каждого из которых было по 5 львиных голов, слой темно-синей чешуи по всему телу и длинное скорпионоподобное жало, торчащее позади каждого из них. Сама повозка была чрезвычайно сложной конструкции. В центре ее располагался чернильно-черный флаг, на котором было начертано несколько больших малиновых дьявольских букв. Под флагом были облака бурлящей дьявольской ци, внутри которых стоял молодой человек в малиновых доспехах с 7 или 8 дьявольскими лордами, стоящими по обе стороны от него в уважительной манере. Молодой человек был похож на 3 клонов священного предка Сюэгуана, которые преследовали Хань Ли, и намек на намерение убить промелькнул в глазах Хань Ли при виде его. Молодой человек в малиновой мантии, казалось, сразу что-то почувствовал и повернулся, чтобы встретиться взглядом с призрачными глазами Хань Ли. Затем его малиновые зрачки мгновенно стали черными, как чернила, выпустив всплеск леденящей душу силы всасывания, которая попыталась насильно привлечь взгляд Хань Ли. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он насильно оборвал их зрительный контакт своим огромным духовным чутьем, и выражение лица молодого человека в малиновой мантии слегка изменилось в ответ на это. «Вы что-то обнаружили, коллега Дос Сюэгуан?» Ленивый голос раздался с другой стороны запряженной кареты. Обладателем голоса был крепкий мужчина с бронзовой кожей, одетый в одежду из звериной шкуры. Это был никто иной, как человек, которого Сюэгуан назвал дьявольским лордом номер 1. В настоящее время он скрестил руки на груди и вяло прислонился к перилам запряженной зверем повозки. Человек-культиватор шпионил за нами, но я напугал его. Однако он смог легко вырваться из моих дьявольских глаз черного света, так что он определенно необычный человек, ответил Сюэгуан. Он смог устоять перед вашим дьявольским взглядом. Может, это и есть цель, с которой вы хотите, чтобы я разобрался, или, возможно, это новое существо на поздней стадии интеграции тела? Спросил дородный мужчина, когда на его лице появилось возбужденное выражение. Трудно сказать. В любом случае, это определенно будет неприятный противник. Если вы столкнетесь с ними, я бы посоветовал вам проявить особую осторожность, сказал Сюэгуан, слегка нахмурив брови. Ха-ха, будьте уверены, все, что меня беспокоит, это то, что этот противник не будет достаточно силен, чтобы устроить хороший бой. Усмехнулся дородный мужчина. В ответ Сюэгуан мог только покачать головой с кривой улыбкой. Тем временем в городе глубокого неба глаза Хань Ли были плотно закрыты, и только спустя долгое время ему удалось оправиться от чувства головокружения, которое его поразило. «Вы в порядке, уважаемый Даос Хань?» — обеспокоенно спросил пожилой мужчина в белом. «Я в порядке. Я был застигнут врасплох противостоящей секретной техникой, но теперь я в порядке», — ответил Хань Ли, небрежно покачав головой. «Приятно слышать. Вам удалось подтвердить, что этот человек действительно является клоном священного предка Сюэгуана?» — спросил пожилой мужчина в белом. «Да. У этого человека внешний вид и аура идентичны клонам священного предка Сюэгуана, которых я видел в прошлом, поэтому он тоже должен быть одним из них», — ответил Хань Ли. «Понятно. Тот факт, что этот клон появился в дьявольской армии, подтверждает идею о том, что они планируют начать полномасштабное вторжение. Мы рассчитываем, что вы справитесь с этим клоном, уважаемый Даос Хань. Нам нужно победить его. Для этого все, что вам нужно сделать, это заманить его», — сказал буддийский монах Цзинь Юэ с торжественным выражением лица. «Хе-хе, будьте уверены, уважаемые даосы. Пока не вмешаются другие дьявольские существа, этот клон определенно не сможет повлиять на остальную часть битвы», — сказал Хань Ли с уверенной улыбкой. «Тогда мы будем рассчитывать на вас, брат Хань. Мы сделаем все возможное, чтобы сдержать всех других дьявольских лордов, чтобы они не помешали вашей битве», — восторженно заверил пожилой мужчина в белом. Хань Ли кивнул и ничего не ответил на это. После этого несколько старейшин, которых Хань Ли встречал в прошлом, подошли к нему с приветствиями, и они явно обращались с ним более вежливо, чем в прошлом. Было совершенно ясно, что его статус культиватора поздней стадии интеграции тела принес ему некоторое благоговение и почитание со стороны старейшин города. Хань Ли не был очень хорошо знаком с этими другими членами Совета Старейшин, поэтому он только обменялся с ними несколькими обязательными любезностями, прежде чем снова замолчать. Именно в этот момент со стороны дьявольской армии раздался грохот взрыва, вслед за которым из моря дьявольской ци ринулись полчища свирепых дьявольских зверей. Тут были миллионы дьявольских тварей, среди которых было слишком много видов, чтобы сосчитать. Дьявольские звери ринулись вперед, как проливной поток, вслед за чем из их рядов вылетело более сотни шаров черного света. Каждый шар света содержал в себе полузверя-получеловека стадии метаморфозы дьявольского зверя, и по их указаниям хаотические полчища зверей мгновенно стали аккуратными и организованными. Кроме редкого низкого звериного рычания не слышалось больше ни звука. Помимо этих обычных дьявольских зверей, было более 1000 чрезвычайно привлекательных горных сверхдьявольских зверей, разбросанных по полчищам зверей. Этой армии дьявольских зверей не было видно конца.
И все больше и больше их продолжало появляться из моря дьявольской ци, как будто их численность действительно была бесконечной. Казалось, в мгновение Эйка появилось более 10 миллионов дьявольских зверей, и лица старейшин становились все более напряженными. Почему явилось так много дьявольских зверей? Разве не должно было быть от 5 до 6 миллионов? Спросил старейшина Гэу с намеком на тревогу в глазах. Согласно информации, которую мы получили ранее, действительно предполагалось, что существует всего несколько миллионов дьявольских зверей. Это должны быть новые пополнения в дьявольской армии, спокойно объяснил буддийский монах Цзинь Юэ. С таким количеством дьявольских тварей эта битва не будет легкой, пробормотал демонический человек в черной мантии с мрачным выражением лица. Будьте уверены, уважаемые даосы, это всего лишь низкоуровневые дьявольские звери. Сколько бы их ни было, они не окажут решающего влияния на битву. Я уже заранее обдумал такую потенциальную ситуацию, соответственно, подготовил контрмеры, сказал пожилой мужчина в белом. Понятно. В таком случае мы оставляем это на вас, брат Гэу. Другие старейшины были очень рады услышать это. Пожилой мужчина в белой мантии улыбнулся, взмахнув рукой, чтобы вызвать белую пластину формирования, затем что-то сказал в нее, и через несколько мгновений внезапно вспыхнули всплески удивительных энергетических колебаний, когда на городской стене появилось несколько гигантских образований. В центре каждой формации парил алтарь, белый, как нефрит, и на этих алтарях располагалось несколько обычных предметов. Там была темно-синяя чаша, чернильно-черная тыква, серебряный длинный меч и белый предмет, похожий на экран. Это 4 сокровища небесной реки. Не слишком ли расточительно использовать их против низкоуровневых дьявольских существ, брат Гэу? Спросил демонический старейшина со смесью восторга и беспокойства на лице. Эти сокровища действительно чрезвычайно сильны, но их сильная сторона заключается в их способности атаковать огромные территории. По сравнению с другими, они будут гораздо менее эффективны при нацеливании на отдельных могущественных существ. Таким образом, после некоторого обсуждения с коллегой Даосом Цзинь Юэ, мы в конце концов решили использовать их против этих низкосортных дьявольских тварей. С одной стороны, мы сможем убить огромное количество дьявольских зверей, а с другой стороны, поднимется боевой дух. В противном случае, если мы получим большое количество жертв в наших рядах, как только начнется битва, моральный дух неизбежно упадет. Я уверен, что это также является причиной решения дьявольской армии отправить всех этих дьявольских зверей в первых рядах, объяснил пожилой мужчина в белом. Все остальные старейшины сочли это вполне разумным, поэтому кивнули в ответ и больше не вникали в этот вопрос. Существует действительно огромное количество дьявольских зверей, но самыми неприятными существами, о которых нужно позаботиться, будут эти дьявольские элиты. Похоже, они тоже были развернуты, внезапно сказал Хань Ли. Услышав это, все старейшины поспешно устремили взоры вдаль и обнаружили, что за полчищами зверей вдалеке появились группы облаченных в доспехи дьявольских существ. Эти дьявольские существа либо ехали верхом на различных дьявольских конях, либо летали по воздуху, как порывы черного ветра. Все они излучали безжалостную ауру жажды крови и молча следовали за армией дьявольских тварей. Если бы не слова предостережения Хань Ли, другие старейшины не заметили бы их. Под грохот боевых барабанов из моря дьявольской ци внезапно вырвалась череда гигантских колокольных звонов, и появились чернильно-черные гигантские ковчеги, а также огромная дьявольская пирамида с бесчисленными дьявольскими боевыми повозками вокруг них. Неужели они сошли с ума? Они высвобождают всю свою силу с самого начала. Они не планируют держать какие-либо резервные резервы. Воскликнул пожилой мужчина в белом, увидев это, и все остальные старейшины также были ошеломлены этим развитием событий. Неважно, что планирует дьявольская армия. Мы просто должны остановить их. Брат Гэу, мы не можем позволить себе паниковать в такое время. Давайте реализуем наш первоначальный план. Жизнь нашего города Глубокого Неба зависит от исхода этой битвы. Внезапно воодушевленно закричал буддийский монах Цзинь Юэ. Глава 1999. Битва за город Глубокого Неба. Часть 3. Мы обязательно отдадим все силы, что у нас есть в этой битве. Не могу сказать, что готов умереть за город, но пока есть хоть малейший шанс на победу, мы не сдадимся, сказал демонический культиватор в черной мантии. Все остальные старейшины тоже кивнули в знак согласия с мрачным выражением лица. Увидев это, пожилой мужчина в белом довольно кивнул, затем повернулся к Хань Ли и спокойно проговорил ему несколько слов. Хан Ли выслушал то, что он хотел сказать, и на мгновение задумался, прежде чем кивнуть в ответ. Пожилой мужчина в белой мантии тут же радостно хлопнул в ладоши, и стражник в золотых доспехах быстро спустился с вершины каменной пагоды, прежде чем почтительно поклониться старейшинам. Проложите путь уважаемому Даосу Ханю и сделайте то, что мы изначально планировали. Поражение недопустимо. Властным голосом приказал пожилой мужчина в белом. Да.
«Старший Хань, пожалуйста, пойдем со мной», — сказал охранник, уважительно повернувшись к Хань Ли. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем слететь с платформы полосой лазурного света, а охранник в золотых доспехах поспешно последовал за ним. Через несколько мгновений Хань Ли подошел к хорошо охраняемому павильону, расположенному недалеко от городской стены внизу. В зале на первом этаже павильона 36 мужчин-культиваторов сидели, скрестив ноги, вокруг гигантского образования, вырубленного в земле. Все эти мужчины были одеты в одинаковые лазурные облегающие одежды, и всем им было от 30 до 40 лет. От их тел исходили пучки зеленого света, и это был явный признак того, что все они использовали одинаковое искусство культивирования. Однако все эти мужчины-культиваторы были только на стадии трансформации божества, и брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он понял это. Кроме того, их ауры были очень нестабильны, и было совершенно ясно, что они насильственно достигли своих нынешних баз совершенствования с помощью каких-то особых методов, а не с помощью долгого и упорного личного совершенствования. Все эти культиваторы немедленно вскочили на ноги при виде Хань Ли и охранника в золотых доспехах стадии пространственной закалки. «Мы отдаем дань уважения нашим старшим. Это старший Хань, он тот, кому вы должны помочь во время этой битвы. Обязательно сделайте все, что в ваших силах, чтобы сотрудничать со старшим Ханем», — серьезным голосом сказал стражник в золотых доспехах. 36 лазурных облачных стражей отдают дань уважения старшему Ханю. Эти люди в лазурных одеждах, казалось, уже были уведомлены об этом заранее, так что они совсем не удивились. Нет необходимости в формальностях. Я слышал, что вы все можете объединиться, чтобы создать формацию, способную на какое-то время поймать в ловушку даже дьявольского лорда. Это правда? Спросил Хань Ли. Правильно, старший. С тех пор, как мы начали совершенствоваться, мы стремились к одной и той же формации лазурного стеклянного света. Формация лазурного стеклянного света — это древняя секретная формация, и мы отточили свое мастерство в этой формации до совершенства. Построение не обладает большой наступательной силой, но оно чрезвычайно эффективно для захвата врагов и определенно не будет иметь проблем со сдерживанием среднего дьявольского лорда, ответил лидер культиваторов в лазурных одеждах. Хорошо. Как только мы начнем, просто следуйте моим приказам, сказал Хань Ли с довольным кивком. 36 культиваторов, естественно, ответили утвердительно. После этого Хань Ли сел прямо в центре гигантского формирования и стал чего-то ждать в тишине. Что касается охранника в золотых доспехах, то его работа была выполнена, и он покинул павильон. Несмотря на то, что весь павильон был скрыт за слоем ограничений, волна цунами звериного рева снаружи все еще была слышна внутри него. Сразу же после этого раздались оглушительные удары, и бесчисленные колебания вспыхнули по всему городу глубокого неба. Павильон от этого начал слегка трястись, и было совершенно ясно, что армия дьявольских зверей начала атаковать город. Битва началась. 36 мужчин в лазурных одеждах сидели совершенно неподвижно с закрытыми глазами, полностью игнорируя происходящее вокруг них. Тем временем Хань Ли высвободил свое огромное духовное чутье из ограничений вокруг павильона, чтобы изучить ситуацию, которая разворачивалась снаружи. С его нынешним чрезвычайно мощным духовным чутьем он мог легко обнаружить все в радиусе около 10 тысяч километров при нормальных обстоятельствах. Однако в городе были активированы всевозможные ограничения и формации, а по всему полю боя бушевали хаотические энергетические колебания, тем самым жестко ограничивая сферу его духовного чувства радиусом всего в несколько сотен километров. Тем не менее, это была достаточно большая территория, чтобы он мог получить приблизительное представление о том, что происходит. Благодаря своему духовному чутью Хань Ли обнаружил, что не только армия дьявольских зверей устремилась к городской стене, как проливной поток, но и эти высокоуровневые дьявольские звери на стадии метаморфозы также были на передовой. Даже самые слабые из этих высокоуровневых дьявольских зверей находились на стадии пространственной закалки, и среди них было даже несколько дьявольских существ ранней стадии интеграции тела. Под их руководством потери, понесенные дьявольской армией, значительно уменьшились. Кроме того, эти сверхдьявольские звери также защищали низкоуровневых дьявольских зверей, и делали они это очень хитро, собираясь группами по 4 или 5 человек и по очереди защищая своих собратьев. Таким образом, нанести существенный урон этой армии дьявольских зверей было очень сложно. На вершине массивной городской стены проливным ливнем падали полосы духовного света, и время от времени из города устремлялась очередная формация, развязывая крупномасштабные атаки, нацеленные на самые плотные части армии дьявольских зверей. По сравнению с тем временем, когда дьявольская армия только начинала свои атаки, ответные меры, принимаемые городом глубокого неба, явно стали более интенсивными. Однако в наступлении шло слишком много дьявольских тварей, и большая часть из них обладала отличными защитными способностями. Многие из них смогли продолжить атаку на городскую стену даже после многочисленных попаданий и тяжелых ранений. Горы трупов дьявольских зверей быстро накапливались у подножия городской стены, но дьявольские звери продолжали совершенно бесстрашно мчаться вперед.
По мере того, как все больше и больше дьявольских тварей начинали достигать ограничений вокруг города, защитный барьер, окружающий город глубокого неба, наконец, начал проявлять признаки напряжения. Однако ни клон Сюэ-Гуана, ни старейшины города глубинных небес не проявили особой реакции на это. Только после того, как на световом барьере начали появляться трещины, пожилой мужчина в белом резко приказал: «Активируйте формацию. Высвободите 4 сокровища Небесной реки и не жалейте средств». На каждом из белых алтарей тут же появился высококлассный культиватор, затем сделал несколько ручных печатей в унисон. Все алтари начали издавать жужжащий звук, и эти культиваторы начали что-то напевать, указывая на сокровища, лежащие на алтарях. В следующее мгновение тыква, ширма, длинный меч и чаша начали издавать слабый звенящий звук. Сразу после этого внутри формации вспыхнул пятицветный свет, и засияла вспышка удивительной духовной ци, прежде чем в безумии устремиться к 4 сокровищам. Духовный свет завихрился над поверхностью 4 сокровищ, и они медленно поднялись в воздух, прежде чем начать демонстрировать свои силы. Синяя чаша и черная тыква вращались в воздухе, а затем опрокидывались, извергая полосу синего кристаллического песка и полосу черной воды соответственно. Синий песок рассеялся вниз, и отдельные песчинки быстро размножились, образовав голубое облако песка, конца которому не было видно. Затем облако спустилось сверху, и десятки тысяч дьявольских зверей были мгновенно затоплены им. Бесчисленные песчинки в облаке дико метались, и дьявольские твари почувствовали, как бесчисленные острые лезвия вонзаются в их тело. Все они моментально превратились в фарш, и даже их души не успели вырваться. Что касается черной воды, вытекающей из тыквы, то она превратилась в огромный водопад с чрезвычайно агрессивными свойствами. Когда она текла через армию дьявольских зверей, то стремительно разрушала плоть и кости бесчисленных дьявольских зверей, превращая их в ничто в мгновение ика. Между тем серебряный длинный меч превратился в гигантский клинок длиной более 10 тысяч футов, а затем взорвался и разделился на тысячи клинков серебряного меча с оглушительным грохотом. Эти клинки меча мгновенно появились в воздухе над дьявольскими тварями, а затем с безрассудной энергией пронеслись сквозь их ряды, рассекая их тело, как тофу. Что касается белой ширмы, то она была самым скромным из 4 сокровищ. Она просто увеличилась в размере примерно до нескольких акров, а затем просто обрушилась на орду дьявольских зверей перед собой. Что было очень тревожным, так это то, что, когда ширма снова поднялась в воздух, все дьявольские твари под ней исчезли. За считанные мгновения ширма стерла с лица земли несколько тысяч дьявольских тварей, и все находящиеся поблизости дьявольские твари тут же в панике разбежались, не решаясь приблизиться к сокровищу. Прошло совсем немного времени с тех пор, как были выпущены 4 сокровища Небесной реки, но сотни тысяч дьявольских зверей уже были уничтожены. Однако появление этих сокровищ также было встречено возмездием со стороны высокоранговых дьявольских существ на поле боя. Раздалось несколько длинных криков, когда черное облако, порыв желтого ветра и 2 полосы малинового света поднялись из-за армии дьявольских зверей, прежде чем нестись прямо к 4 сокровищам. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он отказался от своего духовного чувства. Ему не нужно было продолжать расходовать свое духовное чутье, чтобы увидеть, что произойдет дальше. 4 сокровища Небесной реки действительно были чрезвычайно могущественными, но они определенно собирались быть подавлены высокоуровневыми дьявольскими существами, и после этого между двумя сторонами произойдет настоящее столкновение сил. Самые могущественные существа из 2 армий определенно не собирались сразу же вступать в бой. Только после того, как одна из армий дьявольских зверей или защитники города глубокого неба будут уничтожены, начнется настоящая битва. До этого ему оставалось только ждать. Он уже решил, что определенно не позволит этому клону Сюэ-Гуана покинуть поле битвы живым. Глава 2000. Битва за город глубокого неба. Часть 4. Время шло медленно, а толчки, пробегающие по павильону, продолжались. Время от времени сотрясающий землю, грохот был слышен даже сквозь ограничения вокруг павильона, и было совершенно ясно, что битва снаружи была чрезвычайно напряженной. Однако Хань Ли и мужчины в лазурных одеждах были совершенно невозмутимы и продолжали сидеть в тишине. 6 часов спустя толчки, пробежавшие по залу, резко прекратились, но в то же время среди череды грохочущих взрывов прокатилась волна душераздирающих колебаний. Обычные культиваторы и низкоуровневые дьявольские звери не могли бы испускать такие колебания, поэтому было ясно, что высококлассные существа с обеих сторон уже вступили в бой. Судя по интенсивности энергетических колебаний и частоте взрывов, дьявольская армия, казалось, развернула все свои элитные силы одновременно. Иначе битва не была бы такой напряженной. Даже когда эти мысли промелькнули в голове Хань Ли, он оставался совершенно бесстрастным. Внезапно пронзительный визг прорвался через ограничения снаружи и попал прямо в павильон, и даже уши Хань Ли начали пульсировать от боли, услышав этот звук.
Выражение его лица слегка изменилось, когда он тут же провел рукавом по воздуху, выпустив вспышку серого света, которая образовала барьер вокруг всего зала. Затем он перевел взгляд на 36 культиваторов в лазурных одеждах и обнаружил, что все они стонали от боли, закинув руки за головы, а из их ушей текли слабые струйки крови. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, и он внезапно холодно фыркнул. Звук был довольно резким, но как только он достиг ушей 36 культиваторов, выражение агонии на их лицах мгновенно значительно уменьшилось, и им удалось снова сесть. Долгое время спустя этим культиваторам наконец удалось подавить дискомфорт, от которого они страдали, распространяя свою магическую силу через свои собственные тела. Их лидер повернулся к Хань Ли с благодарным словом. «Спасибо, старший. Не упоминай об этом. Мне нужна ваша помощь, поэтому я, естественно, не позволю причинить вред всем вам». Судя по силе этого голоса, дьявольский лорд, должно быть, присоединился к битве. Воспользуйтесь этим временем, чтобы прийти в себя. Готовьтесь к тому, что придется выложиться до конца. «Мы не останемся здесь надолго», — сказал Хань Ли. «Да, старший Хань». Мужчина дал утвердительный ответ, прежде чем поспешно закрыть глаза, чтобы снова помедитировать. Тем временем на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, и он снова выпустил свое духовное чувство из пагоды. В этот момент 4 сокровища Небесной реки уже нигде не было видно. Что касается огромной армии дьявольских зверей, то около 90% ее было уничтожено, а оставшиеся дьявольские звери были тяжело ранены. Супердьявольские звери также были близки к полному уничтожению, и на поле боя их осталось лишь немногим больше, чем несколько. У всех них была чрезвычайно слабая аура, и было ясно, что они не смогут сыграть большую роль в этой битве. Вместо армии дьявольских зверей теперь наступала армия дьявольских существ в доспехах, которых было около 7 или 8 миллионов человек. Все дьявольские существа среди них, которые были на стадии зарождения души или выше, поднялись в воздух, в то время как оставшиеся дьявольские существа могли только атаковать городскую стену пешком. В строго охраняемом секретном районе города Глубокого Неба находилась суперформация, которая в настоящее время активировалась. Формация занимала площадь более 10 тысяч акров и состояла из более чем 1000 более мелких образований. Суперформация выпускала невидимое ограничение на полет, которое охватывало весь город Глубокого Неба, а также прилегающую территорию. Однако, в отличие от обычных ограничений на полеты, это, казалось, затрагивало только дьявольских существ, в то время как все люди оставались невосприимчивыми к его эффектам. К сожалению, дьявольские существа превосходили культиваторов, охраняющих городскую стену, как по количеству, так и по общей силе, поэтому даже с этим недостатком они все же смогли штурмовать стену, где завязалась хаотичная битва. Защитный световой барьер вокруг города Глубокого Неба уже исчез, и в воздухе над городом с обеих сторон были высококлассные существа, сошедшиеся в ожесточенных битвах. Группы существ, которые находились на стадии трансформации божества или выше, вели битву в воздухе, и все типы атак сталкивались над головой на фоне постоянной череды гулких ударов, создавая захватывающее световое шоу наверху. Среди сражений, происходивших в воздухе, было несколько особо бросающихся в глаза. В одной битве черное дьявольское облако переплелось с огромным пространством синей жидкости, и они быстро вращались, образуя гигантский вихрь площадью более 100 акров. Из глубин вихря непрерывно раздавались громкие удары грома, и синяя гуманоидная фигура с синими молниями, сверкающими по всему телу, вступила в ожесточенную битву с чернильно-черной гуманоидной фигурой. Недалеко от вихря находился массивный серый световой барьер площадью более 10 тысяч квадратных футов. Внутри светового барьера находился гигантская дьявольская фигура, извергавшая изо рта порывы свирепого ветра. Затем эти порывы ветра превратились в огромные лопасти ветра, которые устремились к стоявшему напротив пожилому мужчине, который обеими руками держал гигантский веер. Когда он взмахнул веером в воздухе, синий и красный свет устремились к лопастям ветра, прежде чем превратиться в мощную энергию атрибутов огня и воды, и обе стороны были равны. В другом сражении был человек в черной мантии с маленьким малиновым барабаном, который держал в одной руке высоко над головой. Другой рукой он ударял в барабан, и в воздухе вокруг него разливался взрыв красных звуковых волн. Его противником была гигантская дьявольская птица с головой красавицы. У птицы было полностью зеленое тело с 4 крыльями на спине, и она издавала пронзительный визжащий звук, которому удавалось противостоять красным звуковым волнам. В радиусе нескольких километров вокруг них не было других человеческих, демонических или дьявольских существ, что ясно указывало на то, что их звуковые волны способны воздействовать на огромную территорию. Резкий визг, прорвавшийся через ограничения вокруг пагоды, в которой находился Хань Ли, был выпущен никем иным, как этой дьявольской птицей. К счастью, они оба использовали звуковые атаки, которые могли свести на нет друг друга. В противном случае, если бы их атаки звуковой волной рассеялись по всему полю боя, это привело бы к бесчисленным жертвам. Обыскав поле битвы, чтобы убедиться, что клон Сюэ Гуана еще не присоединился к битве, Хань Ли немедленно лишил себя духовного чутья.
Его миссия состояла только в том, чтобы противостоять этому клону Сюэ-Гуана. Видя, что город глубокого неба все еще способен противостоять дьявольской армии, ему не нужно было вмешиваться. Когда дьявольские лорды и старейшины города начали вступать в бой, битва стала намного более интенсивной. Было явно больше дьявольских лордов, чем старейшин стадии интеграции тела в глубоком небесном городе, но люди и демоны составляли числа, посылая группы культиваторов пространственной закалки, все из которых были одеты в странную одежду разных ярких цветов. На лицах дьявольских лордов появились насмешливые улыбки, но когда они уже собирались сокрушить этих, казалось бы, несопоставимых противников, некоторые из культиваторов внезапно вытащили таблетки, которые быстро запихнули себе в рот. Сразу после этого их тело резко увеличились в размерах, по всей коже появился густой мех, а зубы превратились в острые клыки. Все они приняли формы полудемонов, и их ауры также значительно усилились. Было ясно, что таблетки, которые они только что приняли, предназначались для стимуляции их скрытого потенциала. Тем временем другая группа культиваторов подняла руки, чтобы выпустить серию чернильно-черных браслетов, и в следующее мгновение свирепые инские ветры были сметены, когда из воздуха появилась серия огромных марионеток в пурпурных доспехах. У этих марионеток были бледные лица, полностью лишённые крови, на которых сияли пары ярко-зелёных глаз. Это была партия чрезвычайно редких трупных марионеток. Как только эти марионетки-трупы появились, в их глазах сразу же вспыхнул зелёный свет. И они тут же ринулись на нескольких дьявольских лордов впереди. Сотни этих марионеток были призваны одновременно, и пока они мчались вперед, свирепые инские ветры неслись за ними. Дьявольские лорды холодно посмеивались, вызывая массивные дьявольские ладони, чтобы сбить марионеток с небес, или выпускали полосы черного света изо рта, чтобы с легкостью разрезать марионеток на части. В мгновение эко армия марионеток была полностью уничтожена, но как только дьявольские владыки собирались атаковать культиваторов, вызвавших этих марионеток, все расчлененные марионетки внезапно восстановились в исходное состояние. Сразу же после этого эти марионетки снова набросились на дьявольских лордов. Бессмертные тела. Эти куклы не так просты, как кажутся. Воскликнул один из дьявольских лордов. Между тем, несколько сотен культиваторов в черных мантиях бесстрастно сидели на земле в каменной пагоде в городе глубокого неба. Перед каждым из них парила черная деревянная марионетка высотой около полуфута, и эти деревянные марионетки были покрыты серыми рунами по всему телу, а вокруг них кружилась слабая черная ци. Эти культиваторы постоянно делали разные ручные печати, заставляя марионеток извиваться и двигаться, как если бы они были живыми существами. Как только дьявольские лорды пришли в себя от открытия, что эти марионетки обладают бессмертными телами, другая группа культиваторов резко топнула ногами по земле, и под ними появилась серия массивных пластов формации. Вокруг дьявольских владык тут же появились вспышки света, и эти культиваторы мгновенно появились из воздуха. Все они держали флаги, переливающиеся пятицветным светом, и размахивали ими в воздухе так, словно от этого зависела их жизнь. Бум! Раздался оглушительный грохот, когда слои пятицветных облаков и тумана вырвались из флагов в безумии, чтобы полностью затопить дьявольских лордов. В облаках и тумане серебряные руны беспрестанно сыпались и вздымались, и тут же раздавался рев шока и ярости. Всплески яростных хаур обрушивались из-за ограничения, но ни один дьявольский лорд не смог сбежать. Однако в результате ауры становились все более и более яростными, и начала раздаваться череда грохочущих ударов. Прямо в этот момент демонические культиваторы, принявшие полудемонические формы, призвали золотые и серебряные талисманы, которые они налепили на свои тела, и все они превратились в порывы демонических ветров, которые устремились в облака и туман. Грохот в облаке и тумане мгновенно усилился еще больше, а демоническая и дьявольская ауры столкнулись и переплелись, казалось бы, идеально совпадая друг с другом.